Всех приветствую на канале Школи Вязания. Привіт усім моїм співвітчизникам. And if you don't understand me, please turn on the subtitles. Итак, мы сегодня будем разбирать шапочки. У нас сегодня мало вязания, много болтовни. Значит, разбирать шапочки именно те, которые вяжутся на фабрике. Значит, здесь украинская фабрика мастеров. Вот такая шапочка. Сразу краткая предыстория, почему я старалась ее разбирать. Это любимая шапочка моего сына, была прошедшие 2 года. Если шапки на зиму и осень он мои носил, то зимние я никак не могла уговорить носить те, что я вяжу. Вот не хотел и все. Ну, конечно, мне было обидно, что покупную шапочку он носит, мою не хочет. Ну, и я с такой жесткостью, когда мы из нее выросли, решила ее препарировать. Значит, во-первых, я хотела проверить, как они делают подклад. Думаю, может, я подклад как-то не так делаю, и ему просто неудобно. Я нашла очень много нюансов, очень много хитростей наших мастеров, именно фабричных, и хочу с вами с ними поделиться. Все хитрости, сразу скажу, они постоянно на виду, мы их все знаем, но почему-то не всегда используем. Так, секрет номер 1 – это размер шапочки. Все мы знаем, что если шапка с подкладом, ее нужно вязать на размер больше. Значит, эта шапочка была на окруженность головы 48-50 сантиметров. Если бы я ее вязала с этим правилом, я бы связала ее на окружность 52-54. Но эта шапочка связана на 2 размера больше, а не на 1. Вот если я назад ставлю подклад, я слишком рано его вот отрезала. И возьмем манекен, значит, окруженность головы этого манекена 48 сантиметров. Перепроверяем шапочку. Так, мы видим, что шапка на нем вот идеально, именно тот размер, что нужно. Это 48, вот чуть немножко будет дополнительно 50. Вот если мы сравним вот с окружностью женской, здесь 54, когда вот это все я не отрезала, я даже одеть не могла на шапочку, так как вот этот подклад был вот так немножко стянут. Сейчас, когда я его отрезала, я могу одеть, ну, вот сами видите, вот так, видите? То есть очень натяжку. Но сама шапочка, вот, сама шапочка, и если мы оденем на вот эту голову без подклада, вот, как будто для нее вязалась, да? Вот, видите, еще свобода сколько. То есть шапочка реально вязалась взрослого размера. Это окружность 54-56. Добавили подклад. Идеально получилось на 48-50. То есть на 2 размера не уменьшают, но еще немножко стягивают. К сожалению, я уже отпорола, поэтому невозможно вам показать. Ну, конечно, высота здесь немножко должна быть больше. Это понятно, я аж натянула. Вот, как видите. Так, сразу же подклад тоже меряем. Так должен быть. Видите? Тоже по окружности я бы, наверное, для себя такой подклад и делала. Не на сына, а именно для себя. Но подклад тоже больше они делают. Вот. Конечно, длина. Так, сразу скажу, что это за шапочка. Алекс. Фирма Алекс, это украинская фирма. Вот, Made in Ukraine. Значит, кому интересно, кстати, у них есть сайт, очень много интересных моделей, заходите, смотрите. Значит, во-первых, размер. Я сразу сравниваю с теми шапочками, что я вяжу сейчас. Вот мы это уже носим, но она вот как раз, она без подклада, вот она супер. А вот эту резиночка, это взрослая шапка. Я смотрю, что она у меня получается вот меньше, чем вот эта. Если ее разгладить, конечно, она вот так и расправится. Кстати, такая красивая макушка была. Но после того, как я препарировала вот эту шапочку, мне вот эту уже и довязывать не хочется. Значит, я ее померила не на себя, а сейчас на сына. То вот как раз я бы ее сейчас и отдала уже на 48-50, а не ту окружность 54-56, какую я вяжу. И здесь 120 петель, то есть классический набор петель, это меринос, то есть если была бы лицевая гладь, я бы вообще 110 набирала и руника вязала бы все петельки. Здесь я добавила, так как резинка, и все равно добавила мало, то есть она получается
Смотрите, какая 48. Мне так понравилось, кстати. Вот видите, тоже свободненько. Я как-то так и не смотрела, чтобы так свободно были шапочки. Значит, этот вариант мне нравится больше. Я или ее буду уменьшать по высоте, так чтобы она уже была маленькая, хотя у меня нет мальчика такого возраста уже. Или же, скорее всего, просто перевяжу. Так, это была хитрость номер 1. Далее. Хитрость номер 2. Все, что они не стянули вот этим флисовым подкладом, они стянули резиночкой. Вот здесь под подкладом, вот пришит был подклад, вот такая резиночка. Вот она и стягивает из окружности вот женской фактически 54-56 на маленькую окружность. Вот она свободненькая, вот видите. И также стянута резиночка. Стянута резиночка. Смотрите, резинка здесь набирается вот 2 лицевые, переходят 2 лицевые. То есть, словно итальянский наборный край. Так, вот у нас итальянский наборный край. Вот тоже 2 лицевые, переходят 2 лицевые. То есть, в точности такая же резинка, но она здесь у меня широкая. Конечно же, когда мы одеваем, если шапочка именно так, как должно быть, оно расправляется и все красиво. Но если мы будем слишком большой вязать, то действительно вот этот у нас вот так торчал. А так они собрали. Очень красиво выглядит, когда собраны. Я тоже пересмотрела шапочки на их сайте. Практически все, что с воротничком, у них так собраны. Собирать можно вот примерно такими резиночками. Мы сегодня вот эту резиночку свяжем и соберем. Посмотрим, что у нас получится. Значит, обычная катушечная резиночка. Можно сразу брать под цвет шапочки. Так, дальше. Секрет номер 3 или хитрость номер 3. Они очень маневрируют толщиной нити. Значит, вот когда я распорола, смотрим, здесь резинка и здесь резинка. Так, толщина нити вот в 1,5-2 раза вот разная, видите? То есть, вот, к примеру, здесь 4 нити, то здесь в 2 или в 3. Вот так. Далее. С другой стороны лицевая гладь, тоже, видите, тоненькая. И также вот первые несколько сантиметров, практически 2/3 высоты своего отворота, они тоже связали намного тоньше. Так, смотрите, вот, видите, мой пальчик видно, сколько оно тоненько. Видите? А здесь вот, как бы я ни натягивала, не видно. Действительно в 2 раза толще полотно. Таким образом идет намного лучше фиксация. Вот здесь, ну, мне кажется, не слишком давит. И действительно ему будет такая шапочка удобнее, чем та, которая вот полностью вот одинаковая. У меня отворотик, если бы здесь сделать чуть меньше. Вот так. Хитрость номер 3. Так, и хитрость номер 4 – это их идеальный отворот. Ну, шапочка, видите, старенькая. Мы действительно ее 2 года носили. Вот, она вся измотана, но смотрите, какой шикарный отворот. Он прям вот только так и просится быть. Вот видите? Вот, никак по-другому. Начала я сравнивать с своим отворотом. Здесь у меня отворот 1 ряд вот, изнаночных петель, получается, с лицевой стороны, да? То есть совсем не то. Тоже есть отворот, тоже фиксированный, но не то. Значит, разбираем этот отворот. Значит, итальянским способом набрали, собрали, вязали. Вот с этой стороны, понятно, вяжется. Так, смотрите, после резинки 2 ряда провязано лицевых петель и 2 ряда изнаночных петель. Вот когда я вот так вязала, я провязала только ряд лицевых петель и все. Изнаночных не вязала. А в этом отвороте как раз вяжется 2 ряда лицевые, 2 ряда изнаночные. И дальше очень любят резинку наоборот вязать, там где были лицевые и изнаночные. Я не люблю, я обычно одинаково вяжу, и здесь тоже одинаково. Вот лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Кстати, и прибавки, видите? Вот если вот так сложить, вот 1, 2, 3, вот 4, вот лишние петельки. Да? То есть есть прибавки. Именно прибавки на сам отворот. В отвороте петель будет больше, чем здесь.
Давайте пересчитаем, за сколько. Так, я поставлю маркер здесь. И поставлю маркер вот здесь. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40. То есть у нас 40 умножить на 4, это 160 петель здесь. А здесь, так, начали, раз, два, сразу по 2 считаю, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 120 петель. То есть, вот видите, на 40 петелек меньше. Конечно же, вот такой отворот сделан намного больше, стянут, и он совсем не будет давить. Можете сказать, что это отворот сделал такую большую шапочку, но нет. Вот смотрим, если без отворота, ну, отворот вниз, все равно она, вот видите, свободная. Здесь 160, здесь 120. То есть, если я обычно набираю 120 петель, то изначально набрать 160. Ужас! Так. Это был секретик номер 4. Значит, сегодня мы с вами перепроверим вот эту нашу резиночку, вставку сверху. Здесь, понятно, не будем вставлять. И перепроверим вот этот отворот. Значит, отворот проверим, провязывая не просто вот как здесь 2 лицевые, 2 изнаночные, но и нитью в 2 раза тоньше. Значит, я подготовила такой небольшой образец. Я буду не по кругу, а поворотными рядами, чтобы был небольшой край. Значит, наборный край вот этот. Это итальянский наборный край, переходящий в резиночку 2 на 2. Вот. Видите, 2 лицевые расходятся. Вот, одна пошла сюда, одна сюда. Здесь 2 изнаночные. То есть все как здесь. Вот оно все здесь есть. И этот наборный край у нас есть на канале. Я его дополнительно показывать не буду, но дам вам ссылочку под этим видео на итальянский набор петель, переходящий в резинку 2 на 2. Так, значит, я спицы не меняю, но ниточку оставляю. Значит, смотрите, я вязала нитью Lana Gold 800 в 4 сложения. Вот 4 сложения нити. Раз. 2, 3, 4. Вот видите, 4 сложения. Значит, 2 нити я должна оставить, а 2 вязать дальше, уполовинить, как бы сказать. Значит, вяжем 2 ряда лицевой гладью. 2 ниточки вот так оставить. У меня первые несколько петель получится в 3 нити. Видите, так как они здесь закреплены между собой. А затем в 2. Значит, первую петлю снимаем, 2 ряда лицевой гладью. Так как у меня поворотными рядами, это ряд лицевыми, ряд изнаночными. Первый все вяжу лицевыми. Так, вот. Видите, у меня осталось только 2 нити. Так, не видно. Вот, 2 нити осталось, 2 я оставила. Так, вяжу ряд лицевых петель нитью в 2 раза тоньше. Нитью в 2 сложения. Так, у меня с кромкой, значит, 1 изнаночная. Ну и второй ряд по кругу вы тоже вяжете лицевыми. Если поворотными рядами, то с изнаночной стороны, чтобы получить 2 ряда лицевой глади, я вяжу ряд изнаночными петлями. Кстати, спицы я не поменяла. Посмотрим, что с этого получится. У меня на 4 сложения нити было спицы 4,5. Вот я ими довязываю изнаночными. Так, вот предпоследняя изнаночная и кромку изнаночной есть. Вот видите, насколько оно тоньше. Так, и теперь 2 ряда изнаночной глади. Изнаночная гладь — это у нас так, все петельки изнаночными с лицевой стороны. Первую сняла, остальные изнаночными. Если вы вяжете по кругу, то вы 2 ряда вяжете изнаночными петлями. Так вот, кромка тоже изнаночная. А если поворотными рядами, кстати, эта шапка тоже поворотными рядами связана, ну, на машинке так удобнее, наверное, было. Значит, второй ряд все петельки лицевыми. Так вот, лицевыми. Ну, и 4-й наш ряд, да.
если по порядку брать. Значит, лицевыми довязываем до конца ряда. 2 ряда лицевой глади, 2 ряда изнаночной глади. Это есть. Ну, чтобы понять, как оно заворачивается, теперь нужно несколько рядов провязать резинку. Значит, здесь, как видим, резинка тоже вот ниточкой в половину меньше. Значит, я тоже ниточкой 2 сложения. Вот эти 2 нити я оставила. Вот они здесь уже, их хорошо видно. Значит, вяжу резинкой 2 на 2, несколько рядов. Первую снять. Значит, у нас начиналось с 2 изнаночных. У меня 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. И так до конца ряда. Так, заканчиваю я 2 изнаночных и кромку изнаночной. То есть, видите, вот здесь и здесь у нас петелька над петелькой. Кстати, разницу петель я только не сделала. То есть вот эти нужно больше, но это уже только в шапке будем делать. То есть я только не сделала разницу петель. Так, и с изнаночной стороны петельки вяжутся наоборот. Если по кругу, то вы тоже 2 изнаночные, 2 лицевые, а я поворотными уже начинаю с 2 лицевых, тогда 2 изнаночные. Итак, 2 лицевые, 2 изнаночных, все петельки вяжу до конца ряда. Так, добавила я еще 2 ряда, то есть 4 ряда всего резинки. Вот что получилось. Смотрите, вот какая здесь толщина и какая, соответственно, здесь разница. Так, и действительно наш отворот. Идеальный отворот. Мне очень нравится, он не плотный. Здесь он, видите, такой тоненький получается. Вот видите? Действительно, мальчику должно быть намного удобнее. Вот. Значит, дальше что они? Они перешли вот снова на 4 нити. Ну, это я к себе равняю, да, сколько здесь нити, я просто не распускала, не знаю. И начали резиночку еще сантиметр где-то, и тогда в узор. Ну, то есть добавлю я вот эту ниточку, что мы оставили. Вот 2 наших нити и 2 нити, которые оставили. Вот они. Так, 1, 2, 3, 4. Вот 4 сложения. Так, петельку крайнюю кромку снять. Так, вяжем резинкой, да, резинкой, значит, начинаем с 2 изнаночных. Уже нити в 4 сложения. Значит, нити в 4 сложения я тоже провяжу быстренько 4 ряда резиночкой 2 на 2. Вот 4 сложения нити у нас. Так вот, провязано. Смотрите, что получилось. Видите, здесь тонкая, а здесь снова толстая резиночка. Так вот. Но единственное, действительно сейчас вот просится, чтобы здесь было больше. То есть мы изначально рассчитываем на вот это количество, но набираем больше. Значит, если здесь было 160, а здесь 120. 160 минус 120 это 40 петель. 160 разделить на 40 это 4 петельки. То есть из 4 вот здесь сделать 3. Изначально, когда мы рассчитываем себе, то на каждые 3 петельки мы набираем дополнительно 4-ю петлю. Вот тогда получится у нас вот эта резиночка. И напоминаю, что это все подходит только именно для зимних шапок, для теплых шапок. Осенние и весенние шапочки вяжем как вязали, то есть чтобы все хорошо было именно как раз по голове. А вот здесь, именно когда морозы, то просится, чтобы у нас, во-первых, была свобода в шапках, так будет теплее, да, и чтобы не давило голову. Я поняла, что мои шапки, скорее всего, ему просто сжимали слегка голову, ему было некомфортно. Вот так. Видите, вот наша резиночка. Видите, здесь намного тоньше у нас, но и тепло. И получается, подклад мы вот здесь пришиваем. Ну, как раз вот супер переход наш. Так, сразу, кто спросит, как я так вяжу в 4 нити сложения и с одного моточка, хочу сразу вам тоже показать. Но это тоже все знают вроде бы. Значит, вот, берем из одного конца ниточку, я так небольшой конец, и складываем втрое. Вот, втрое. Обычно я так около метра складываю втрое. Вот, 3 сложения получила. И тогда берем из внутренней стороны, вот, еще один. И уже в 4. Вот так. Ниточка в 4 сложения. Мы вяжем, когда мы все вот это провязываем до вот этой петельки, то одну из нитей
мы просто вот так продеваем вот эту петельку. Вот. И снова натягиваем примерно на метр. Продолжаем вязать. Здесь стык на фоне 4 нитей совсем не видим, получается, он не чувствуется. Вот продолжайте вязать нитью 4 сложения. То же самое у меня здесь. Вот моя ниточка, вот петелька, когда заканчивается. Я беру один конец и просто вот так продеваю и натягиваю. Затем расправляю. Все, продолжила вязать. Вот. Так, и еще по высоте. Сколько всего вязать? Значит, давайте проверим. Ширину понятно. они набрали как на взрослую шапку. Но не будут же они высоту вязать как на взрослую шапку, правильно? Перепроверяем высоту. Вот 19,5 сантиметров. 19,5. Как проверить, для какой головы такая высота? Мы высоту отнимаем 3 сантиметра и умножаем на 3. Это на окружность головы, вот 48 сантиметров будет идеально. Это 19. Если 19,5 минус 3 и умножить, извините, на 3, вот почти 50. То есть 48-50 как раз это шапочка. Но это именно касается классической высоты шапки. Вот как мы вот эту делали, удлиненную высоту. Вот. Здесь у нас около 22, да, 22 сантиметра. Так уже не получится. Вот 22 минус 3 и умножить на 3. То есть окружность 56. А нам, вот, это 57. Да, здесь была окружность 56. Так, разделить на 3 и добавить 3. То есть здесь бы хватало высоты 21,5 сантиметров. Это классическая высота. Плюс наша удлиненная макушка. То есть вот так вы высчитываете, сколько нужно вязать в высоту. Окружность головы делим на 3, умножить на 3 равняется высоте. Или наоборот, если у вас высота, нужно знать на какую окружность, то вы сначала отнимаете 3, затем умножаете на 3. Так, и то же самое перепроверяем на подклад. Наш флисовый подклад. Значит, смотрите, здесь совсем 16,5 сантиметров. Видите, насколько она меньше. Ширина 24,5. Здесь в нерастянутом виде вот 21. То есть понятно, она здесь была немножко собрана. Так, следующее. Резиночка. Обещала? Делаем. Значит, я беру серую ниточку под мою серую пряжу. Значит, здесь у нас в 2 сложения резинок, кажется. Да, здесь в 2, а здесь в 3, не в 4. Здесь в 4. Ну, в 2 сложения, так как мы будем подтягивать только вверх. Значит, я небольшие хвостики беру. Вот раз. Так. 2. Есть 2 сложения. У меня игла с толстым ушком. Вот так просто продеть иглу с толстым ушком. Вот наш наборный край. Вот по верху наборного края между лицевыми петельками. Фактически вот эта кромка, вот это, здесь все петли абсолютно лицевые. Вот по этой кромке я вот так прохожусь иглой с нитью. Значит, когда мы продели, все, вытащили, нам нужно именно сразу отмерить ту окружность, что нам нужна. Плюс, наверное, чтобы завязать, ну там еще сантиметр, так? Я слишком много отрезала. Вот они проделись. Вот если по кругу, то просто себе завязываем. Значит, слегка подтянуть. Ну, вот так. Я вот так просто пальчиком зафиксирую. Теперь смотрите, видите, как хорошо растягивается, стягивается. И ее совсем не видно. Серый на серый совсем не видно. И вот как присобрано оно все. И это я здесь не делала больше. То есть, видите, таким образом наш отворот будет намного красивее выглядеть. Вот как в этой шапке. Так, значит, все. Я думаю, что мы разобрали полностью. Макушку, наверное, разбирать не нужно. Смотрите, они из резинки перешли просто в резинку 1 на 1. Количество петель вроде бы тоже.
а дальше вот все вместе пособирали. Но такая моя макушка подходит, когда она спрятана помпоном. Здесь уже совсем жуткий помпон был, я его уже выбросила, а шапку решила разобрать. Вот так получается. То есть макушки у нас и так красивые, да. То есть такая даже макушка была подходящая для такого отворота. Так вот, такие секреты мы с вами рассмотрели. Значит, уже скоро мы с вами начнем вязать зимние шапочки. Я сейчас готовлю 3 зимних шапочки. 2 для девчонок. Значит, для девчонок я буду делать все то же, но так как у меня толстый меринос, то есть я не буду вязать нити до сложения, то вот этого эффекта, где тоньше нити, не буду делать. А вот этот 3 именно для моего сына я взяла голубенький. Я так плевалась, когда этот маринос пришел ко мне, он пришел 2 раза тоньше, как-то так случайно я заказала через интернет. Но теперь я так этому рада. Мы именно попробуем вот этот эффект, где тоньше. Значит, эти шапочки будут уже где-то через недельку, даже через 2, так как я их только планирую. А сейчас заканчиваем с осенними. Вот я как раз их планирую, поэтому и разбирала, как же делать вот этот подклад. Ну, значит, подклад я тоже, скорее всего, распорю, посмотрю. И у нас будет отдельный мастер-класс, как шить подклад, ну, когда я на шапочках натренируюсь, и все секреты его тоже себе выясним. Всем большое спасибо, с вами была Катерина Мушин. Я очень надеюсь, что я не утомила вас своей болтовней. Пишите, как вам такие видео. Всем пока и до новых встреч!